Сегодня мы разберем 392 главу манги Геройской Академии, которую Хорикоши сделал максимально трагичной, и я даже теперь не знаю, кому больше сочувствовать. Очень жалко Тогу, ведь сегодня нам глубже раскроют ее прошлое, но в ту же очередь она сейчас на поле боя такое вытворяет, что я просто челюсть уже задолбался поднимать. Кстати, в прошлой главе Урарака впала в ступор не потому, что она сделала что-то не так и химика разозлилась. Оказывается, Тога захватила Цую и намеревалась прикончить ее. Вот только поверьте мне, это еще далеко не вся жесть, которая ожидает вас в этой главе. И хоть я не сексист, но, честно говоря, таких впечатлений от битвы Оча Тоги я никак не ожидал. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 392 глава манги моей Геройской Академии, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Как я уже и говорил в начале ролика, Урарака была поражена не внезапно агрессивной реакцией химика, а той ситуацией, которая сложилась на поле боя. Ибо во всем этом месиве, рассмотреть содержимое которого было очень трудно. Оказывается, в его западню попала Цую, ставшая заложницей в руках злодея, намеревавшейся уничтожить всех героев. Тоги было противно от того, что Ачако позволила себе судить ее поступки, фактически совершенно ничего не зная о ней самой. Говоря, что человеку, жизнь которого была непринужденной и не усеяна препятствиями, никогда не понять ее саму. Однако перед началом жести автор решил нам более обширно раскрыть прошлое химика Тоги, чтобы еще больше заставить нас усомниться в своей уверенности касательно выбора симпатизирующих нам персонажей. Само прошлое встретило нас инцидентом с мертвой птичкой, в котором родители маленькой Тоги благополучно обвинили ее в убийстве воробушка, пугаясь странной реакции своей дочери от смерти безобидного зверька. Хотя химика утверждала, что птичка сама разбилась в саду и в конце даже расплакалась от возможно сильного на нее давления в тот момент, а может даже и сопереживала трагичной участи бедного зверька, кто знает. Вот только эта ситуация с якобы улыбкой из-за смерти воробушка насторожила ее родителей, после чего они отвели Тогу к некому доктору, которая утверждала, что такое извращенное поведение девочки было типовым эффектом для детей с ярко выраженными причудами, пообещав, что она исправит этот недочет, буквально стерев это аномальное поведение из личности маленькой девочки. Однако, видимо, особого эффекта так и не было достигнуто, поскольку у химика все еще было трудно вести себя в обществе, так как этого хотели ее предки. Как-то раз, наблюдая за проявлением различных форм любви людей к другим, Тога настолько увлеклась лицезрением чувств, что прокусила себе пальцы до такой степени, что начала испивать собственную кровь. Также предки начали нагонять истерику, когда узнали, что их дочь якобы выпила крови своей подруги, хотя Тога утверждала, что все это было не так, и она просто поцеловала ее, ибо та подруга была ранена. Но родители химика не устраивал подобный ответ, утверждая, что неужели она не хотела быть нормальным ребенком, как все остальные. Вот только Тога не понимала, почему ее мама и папа злились на нее, спрашивая их, неужели ей нельзя было стремиться к людям, которыми она восхищалась, и почему она должна была подавлять свои чувства, когда все остальные люди этого не делали, почему только ей хотелось вкусить чьей-то крови. Все эти вопросы жестко вводили ее в недоразумение, однако вместо того, чтобы попытаться объяснить своей дочери, что можно делать, а что нельзя, они вновь начали истерить, говоря, что породили на этот цвет ребенка, который совсем не был похож на нормального человека, по сути сказав ей в лоб, что она была как бы монстром. И я даже не представляю, как сильно это погрузило ее в еще больший страх отрицания этого мира. Далее нас переносят в настоящее, где во время боя в сознание
Тоги появилась убитая ей мисс Любопытство, которая донесла к ней мысль, что именно из-за своего прошлого она в итоге и подавила свои эмоции, создав маску, которая и сделала ее абсолютно другим человеком. Во время этого внутреннего монолога Урарака моментально среагировала, сместив немного Химика с помощью троса, что позволило Цую покинуть это место и направиться вниз к ребятам. Благо сюда прибыли и другие герои, и вовремя появившаяся Джира, которая пыталась поймать своего товарища. Вот только это была фатальная ошибка, ибо позади нее Камуи нес настоящую Цую, после чего картина спасения резко поменялась. Падающая Цую была ловушкой, одним из дублей, созданных Тогой, которой она придала облик Фропе благодаря собранной крови клонами Твайсов с поля боя. И это просто нечто. Теперь противник не просто может создавать огромную армию печальных лиц, а еще и придавать им облик того, чью кровь они успели поглотить. И тут уж всплывает вопрос, а смогут ли они использовать причуду владельца, кровь которого они испили? Как вы считаете? Ситуация накалилась до невозможного. Джира даже прикрыла кровоточащее ухо, чтобы избежать захвата ее врагов. Но это было лишь малой проблемой, ибо орда печальных лиц с каждой секундой лишь только увеличивалась. И героям теперь ни в коем случае нельзя было разделяться для того, чтобы Химика не смогла одурачить их своей трансформацией. Ну а единственным решением этой проблемы Камуи видел лишь в убийстве Тоги. И настоящую Цую хоть все и понимала, ведь это был их долг как героев устранять злодеев, угрожающих безопасности населения. Но также она знала, что ее подруга Ачако пыталась вопреки правилам поступить по-другому и спасти Тогу. И поэтому, находясь во всем этом месиве, Цую пыталась докричаться к противнику, чтобы та хоть как-то попыталась принять старания и слова Урараки, даже если она и опоздала со своим решением. И вы не поверите, Химика все же послушала Цую и сблизилась с Ачако. Однако не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы окончательно прикончить ее, проткнув Урараку ножом в живот. Что же, видимо, Химика Тога окончательно встала на тропу, которая не включала в себя больше пути назад, раз уж она все же решилась убить даже тех, кто ей когда-то нравился. Да что уж там, у нее даже всплыло воспоминание с Твайсом о ее злодейском имени, как будто намекая, что она окончательно поставила жирную точку в своем решении. Не скажу, что Урарака вот прям сейчас умрет, но выглядела она действительно плохо. И если ей все же не окажут помощь в ближайшее время, тогда она вполне может посетить скамью умерших вместе с Бакуго, хотя наверняка его там уже подлатали за столько-то времени. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm letting you what the fuck. Look at my passion ball.